Если бы не выпущенные свиньи, то и мир бы не предали, и она бы не стала целью преследователей. Если бы не паразит внутри водоема в дереве, то и мир бы погибла, история с титанами в этой вселенной вовсе бы и не случилась. Если бы и мир не полюбила первого фрица, то сюжет данной истории пошел по совсем другому пути. И если бы не брошенное копье и хорошая реакция Эмир, то проблемы из-за порабощения всего и вся Элдийской империи закончились бы раньше. И если бы не дурка Бати и отсутствие повара, то сила титанов умерла бы вместе с Эмир. И если бы не Великая война титанов, то у Карла Фрица не появилось бы желания и шанса уничтожить Элдийскую империю. И если бы не выдуманный герой Герас, то Элдийская империя не проиграла, Карл Фриц, силой титана-основателя, не отправился бы на остров, не создал клятву отказа от войны, а семья Тайбер не стала бы выдуманным спасителем Мара и не получила бы такого огромного влияния. И если бы Гриша вместе с его сестрой Фэй не захотели бы посмотреть на дирижабль, то они бы не зашли на запрещенную территорию, Гриша бы не встретился с ключевым персонажем этой истории, Эреном Крюгером, а Фэй осталась бы жива, и у Гриши не появилось бы желания воссоздать Элдийскую империю. И если бы Гриша не пришел в больницу и не встретил там Грайса, то он бы не узнал про реставраторов, не встретил свою будущую жену Дину Фриц, и у них бы не родился ребенок Зиг Егер. И если бы Зиг не послушал разговор военных о реставраторах и не встретил бы Тома Ксавьера, то он бы не послушал его слова о том, что нужно сдать своих родителей и в будущем не получил бы силу звероподобного титана. И если бы Зиг не предал своих родителей, то он бы вместе со всей оставшейся семьей отправился бы ровно, как и его родители, в качестве гигантов на остров. И если бы Зиг не предал своих родителей, то Гриша Егер не попал бы на остров Парадис, не встретил бы Крюгера, не получил бы от него задание силу атакующего титана, не стал бы врачом, не завел семью, у него бы не родился сын Эрон, он бы не подобрался к семье Рейс и титану-основателю в лице Фриды. И если бы Фрида не проиграла титану Грише, то он бы не захватил ее силу, не передал бы ключ, координату и силу атакующего титана своему сыну Эрону, и все пропало. И если бы на семью Микаса не напали похитители, то она бы не стала сиротой и не стала бы жить с Эроном, а значит впоследствии она бы не повлияла на его решение, а он на ее. И если бы Карл Фриц не ушел бы на Парадис, то Марли не нужно было бы пытаться возвратить силу основателя и посылать отряд из детей в лице Эни, Марселя, Райнера и Бертольда. И если бы еще в 785 году Эмир не была бы предана и превращена в неразумного титана, то Марсель бы не был съеден, а Эмир продолжала бы свой сон до конца своих лет. И если бы не жертва Марселя, то данная операция по пробитию первой стены потерпела бы фиаско и скорее всего операцию бы отложили. И если бы не жертва Марселя, то колоссальный титан вместе с бронированным не пробили бы стену, титаны не захватили бы Шиганшину, мама Эрона не погибла, Эрон не возненавидел титанов и не вступил бы в кадетский корпус. И если бы он не вступил в кадетский корпус, то его бы не съел титан, он бы не узнал, что в нем заключена сила превращаться в титана, вследствие чего не закрыл бы пролом ворот Троста, не вступил в разведкорпус, не встретил женскую особь титана и не заключил бы Энни в кристалл. И если бы Эрон не победил Энни, а до этого не заставил ее бежать, то никто бы не узнал, что в стенах находятся колоссальные титаны, и уровень просвещенности разведкорпуса о положении дел оставался бы также низок. И если бы операция по захвату координата не началась, и Эмир в форме титана все же съел бы Райнера, то Зиг не напал бы на остров и не превратил деревню Коню в деревню неразумных титанов. И если бы не появление гигантов, остатки 104-го отряда не попали бы в замок Утгард, а Эмир не раскрыл бы свою тайну и не спасла их историю. И если бы после всего этого у Райнера не поехал Кукуха, то он бы не сделал чистосердечное признание и не открыл свою тайну о том, что именно они с Бертольдом являются колоссальным и бронированным титаном. И если бы Райнер не открыл эту тайну, вероятнее всего, именно в тот самый момент Эрона бы не похитили, за ними не началась бы погоня, Эрон не встретил бы титана Дина Фриц, она бы не съела Ханнеса, Егер не активировал бы координату, и все бы не узнали способности Эрона управлять титанами, Зиг бы не узнал о своем брате, а Эмир не приняла бы решение отправиться обратно на родину, где ее бы не съел новый владелец силы зубастого титана Порка Галиард, и в будущем это не привело бы к огромным последствиям. И если бы не успехи разведкорпуса в деле по титанам, а также информации насчет родства истории Рейс, то на них не началась бы охота, Эрвина Смита бы не подставили, и он бы не сделал переворот во власти, Эрона с историей бы не похитили, и Егер их истории не узнали бы правду о прошлом носителе сил основателя Фредди Рейс, о способности координаты, поступки его отца Гриши, а 104-й отряд во главе Леви и Ханжи не нашли бы пещеру Рейсов и не спасли наших ребят. И если бы их история не изменила своего решения относительно Егера, то мы бы с вами попрощались бы с Эроном и увидели бы нового титана-основателя с силой атакующего титана. И если бы их история не изменила своего решения, то ее отец не стал бы 120-метровым титаном и не направился в сторону стен. История не поставила бы жирную точку в связи с ним, не завоевала сердца народа и не стала признанной королевой Парадиза. И если бы за день до этого Ханжи не спасла Флегеля, то у них бы не получилось доказать обычному народу, что полиция подставила разведкорпус, из-за чего все бы посчитали, что разведкорпус вместе с Заклаем свергли истинного короля силой. И если бы не их история на престоле, то разведкорпус вместе с Эроном никогда бы не отправились обратно в Шиганшину к его дому в подвал. И если бы не теплые кружки на стене, то разведотряд был бы не в курсе того, что где-то поблизости их могут поджидать враги. Они бы не стали их искать, из-за чего впоследствии их бы не обнаружили. И если бы они их не обнаружили, то всех разведчиков застали бы врасплох, и позже им бы не удалось одержать, пускай даже такую грустную победу. И если бы не решение Армина Арлета пожертвовать собой ради победы над Титаном Колоссом, то разведкорпус, а в частности он сам, не смог бы захватить его силу. И если бы Моблет не спас Ханжи, то она
она бы не смогла нанести последний удар бронированному Титану и вывести его из строя, из-за чего бы в перспективе наши герои явно не вернулись бы живыми. Если бы не решение Эрвина пойти напролом на звероподобного Титана, то Леви бы не смог незаметно подобраться к нему, практически убить его, из-за чего ему и пришлось покинуть поле боя. А Флок бы не смог остаться целым и невредимым, и после стать лидером егеристов. И если бы не все эти жертвы, то наши герои не смогли бы добраться до подвала Эрона, узнать всю правду об остальном мире, вернуться обратно, посетить церемонию награждения, на которой Эрон увидел прошлое и будущее. Они бы не захотели сделать ответный удар по Маре, и Эрон не отправился бы в одиночку на другой континент, где бы не прикинулся раненым военным, не встретился бы с братом и не придумал план, не втерся в доверие Фалика, не передал через него письмо своим товарищам, не встретился бы с Райнером и не сделал самое грандиозное нападение на Титана Молота Войны и весь континент Маре. И если бы не зубастый Титан, то Эрон не заполучил бы силу Молотоборца и не смог бы одолеть самого мощного Титана противника. И если бы не план братьев Йегер, то Зиг не предал бы Маре, не предложил свою помощь Парадизу, не был бы причиной заточения из-за Эрона, не смог бы провернуть план с Веном, совершить крик, в результате которого огромная часть военной силы Парадиза превратилась в Титанов, не ранил бы Леви и не попал в измерение путей к самой Мир, а что самое главное, не стал бы причиной связи своего брата с богиней Мир и будущего конца света. И если бы Эрон не смог победить Маре, то они бы не вернулись на остров, Флок не собрал бы егеристов и не подменил Вено, переворота власти бы не было, а на остров, в частности Шиганшину, не нанесли бы ответного удара оставшиеся силы Марли, в результате которой Фалька не стал бы Титаном Челюсти, а Эрон не смог бы увидеться с Зиком, не попал в измерение путей при помощи него, не встретился с Эмир, не увидел старые флешбеки и не получил ее силу. И если бы Эрон не получил силу Эмир, то он бы не превратился в огромного Титана-многоножку, не пробудил миллион колоссов и не отправился уничтожать весь оставшийся мир. И если бы Фалька не превратился в зубастого Титана, то Альянс не смог бы добраться до корабля и позже улететь на самолете прямиком к Эрону, а Фалька не стал бы еще и звероподобным Титаном, который впоследствии поможет нашим ребятам выйти из сложной ситуации. И если бы не Зик и его решение остановить своего брата, то не пожертвовав собой, он бы не помог Леви завершить его обещание, данное Эрвину, а что самое главное, прекратить этот конец света, так как именно он был тем, кто позволил Эрону связаться с богиней Мир и получить его силу, а после превратиться в Титана-многоножку и активировать дрожь земли. Уничтожив эту связь, а именно Зика Йегера, так называемый доступ к силе Мир, он смог остановить движение колоссов и огромного Титана-брата. И если бы не помощь Фалька, то Микаса не смогла бы добраться до головы Титана-многоножки и самого Эрона, близко приблизиться к нему и сделать финальный взмах, в результате которого главный герой произведения Эрон Йегер погиб, осуществив до конца свой задуманный план. Подводим итоги, не упускайте свиней из загона. Скажу вам так, из-за того, что практически нереально уместить сюжетную линию каждого важного персонажа во временную хронологию событий, таким образом, чтобы не было путаницы со временем, ведь многие из них идут параллельно, мною было принято решение обобщать многие кейсы, ну или говорить о них позже, чем на самом деле они случались в хронологическом порядке. И еще важно подметить, что данное видео носит более юмористический характер и не пытается сказать, вот если бы этого не было, то все бы было по-другому. А как именно закончилась атака Титанов, вы можете узнать в этом видео. Я надеюсь, ты не забыл поставить лайк и само собой подписаться на канал. А вы были на канале Лайера, а у Марии, друзья.